меня зовут Яна, мне 32 года, я из Москвы. Я заканчивала Московский институт международных отношений по специальности юрист международник в области нефтегазовых отношений. Затем я работала в крупной нефтегазовой компании в Москве, в Дубае и в Хьюстоне. Там я познакомилась со своим мужем, он тоже русский, и у нас появилось 3 замечательных детей. Мы постоянно проживаем в Соединенных Штатах, но в этом году появилась необходимость задержаться в Москве на начало учебного года, и чтобы не упускать время, мы начали поиск школы для девочек. Выбор достаточно широкий, образовательный в России, но у нас была хорошая рекомендация от моей подруги со времен учебы в университете. И для меня это был наглядный пример того, что ее школьное образование явилось очень большим залогом успеха в будущем. Поэтому мы стали очень внимательно рассматривать британскую международную школу. Когда мы искали школу в Москве, приоритетов было несколько. Прежде всего, мы не хотели, чтобы это была школа с уроками английского или даже пусть с носителем, но которые приходят на несколько часов в неделю, потому что, как я поняла из своего опыта, этого недостаточно. Ребенка нужно погрузить в среду, чтобы он выучил английский легко. Легко это не так, как учили мы. Я учила 25 лет назад, в детстве. Легко это, когда ты учишь его вместе в том числе, носителем языка, через игру, через общение, и это дает совершенно другие результаты. И это дает другое отношение ребенка к образовательному процессу. То есть он не осознает, что он учит какие-то серьезные правила грамматические или сочетания букв, которые дают определенный звук. Для него это естественно. Поэтому для нас приоритет был, конечно же, требования к преподавателям, то есть это должны были быть носители, непременно из Великобритании, а не выучившиеся в России, даже пусть самые хорошие педагоги, которые говорят на английском. Второй момент – это, конечно, индивидуальный подход, потому что дети все разные, и даже у нас погодки, девочки, и у них совершенно разные интересы, совершенно разные характеры, и хотелось, чтобы каждый уделялось время и направлялась таким образом, чтобы ребенок развивался в своем ключе. И третий момент, немаловажный на самом деле, это психологический комфорт, потому что в современном мире, мне кажется, только ленивый не знает о том, что ребенок не может развиваться, если он находится под прессом, ему некомфортно, он забит, зажат, и речь тогда не идет о развитии, о каком-то познании, речь идет о выживании. Здесь создана максимально комфортная психологическая среда. И это заслуга преподавателей, прежде всего, я считаю. И так получилось, что и у Таи, и у Софии мы думали, что один преподаватель будет замечательный, второй просто преподаватель. А у нас получилось, что и один, и второй, они просто великолепны, действительно. И дети их очень любят, и это очень о многом говорит, потому что детям все равно, какие у них регалии, какой у них опыт, какой послужной список. Им важна вот эта связь, которая между ними устанавливается, и она, очевидно, есть, и нам будет очень жалко ее прервать, когда мы будем переезжать обратно в Соединенные Штаты. Для нас этот выбор был таким достаточно предопределенным, потому что со времен обучения в МГИМО у меня была очень хорошая подруга, которая сама закончила эту школу, и 2 ее родных брата тоже закончили эту школу. Они пример для меня такого совершенно успешного, процветающего выпускника этой школы. Они поступили в очень престижные вузы, они работали за рубежом, и это было, скажем так, лучшей рекомендацией для меня. Наглядный пример, живой пример, как выпускник британской международной школы, каким багажом и активами он обладает. Она является для нас важной прежде всего, потому что она базируется на классической системе, которая себя зарекомендовала в течение столетий, это не фигура речи. Она поощряет максимально индивидуальный подход. Для нас это тоже очень важно, опять же, в сравнении с американской системой. И для нас было важно, как для семьи, которые постоянно проживают за рубежом, и, может быть, здесь меня будут слушать те родители, которые являются экспатами,
очень большое преимущество в том, что при перемещении, при релокации в любую точку мира, ну, конечно, в большие крупные города мира, британские школы есть в них, и если они аккредитованы, если это зарекомендовавшееся себя учебное заведение, вы можете без потери времени, как, например, мы, перевести своего ребенка в такую же британскую школу, и вы не будете вырывать ребенка из образовательного процесса и терять полгода, год и так далее. Поэтому это просто очень практично. Младшая девочка учится в reception, ей 4 года, и старшая дочка учится в year one, ей 5 лет. Результаты мы еще не закончили даже первый семестр обучения, но уже видим, что они впечатляют, поскольку за несколько месяцев, буквально за 3, как у Анны Таисии, так и у Софии есть очень большой прогресс, и он связан не только с языковыми навыками, но и с социальными навыками, с тем, как они прежде всего стали относиться к учебе, с тем, что у них появился более ответственный подход. Они лучше социализированы сейчас, и это не говоря о том, что есть впечатляющие академические прогрессы, такие как в области языка. Конечно же, если это был только устный язык раньше, то сейчас это и письменная речь у Таисии, и начало письменной речи у Софии. Это чтение, и это очень серьезный прогресс в математике, в счете. Поэтому мы, конечно, невероятно довольны тем, что вот за такое короткое время удалось так многого уже достичь. Старшая дочка поступила с достаточно установившимся уровнем разговорной речи для ее возраста. Она полностью понимала речь, она еще не могла читать и не могла писать, но разговорная речь была уже на достаточно хорошем, развитом уровне. А София, она полностью понимала язык, но говорила достаточно мало, потому что ей было всего 4 года. Благодаря вот этому опыту образовательному, который мы сейчас получили, мы с мужем в том числе осознали всю разницу вот начального школьного образования, чем отличается британская система от американской. До этого девочки ходили, несмотря на такой юный возраст, они уже успели побывать в англо-французском лицее в Хьюстоне и в классической американской школе. И надо отметить, что, конечно, тот индивидуальный подход, который дает британская система, вне зависимости от локации, потому что это единый подход, централизованные вот такие единые устоявшиеся принципы классические, они поощряют индивидуальность прежде всего. Это школа более глубоких знаний, даже на таком, опять же, вот начальном этапе я не поленилась, сравнила образовательные программы для одного и того же возраста, для Анны Таисии 5 лет, это year one здесь. И я была удивлена, что то, что дети проходят здесь, они проходят только спустя несколько лет в Америке. Вот. То есть действительно счет даже в пределах до 10 на этот период запланирован по американской системе. Сейчас уже в уме мы решаем с ней задачи до 20. И в Америке, к сожалению, часть системы заключается в том, что все примерно одинаковые, все находятся по-русски под одной гребенкой. Здесь же я вижу уже сейчас, что преподаватели уделяют внимание тому, чтобы выявить какие-то уникальные, характерные черты каждого ребенка. И мне кажется, это залог вообще успеха в жизни и в будущем. Выяснить то, к чему ты предрасположен, и делать это с удовольствием. С учетом, опять же, особенностей, скажем так, британской системы и того, что в старших классах ребенок концентрируется только на тех предметах, которые ему интересны, к которым у него есть предрасположенность, я очень надеюсь, что, во-первых, действительно будут те дисциплины, по которым у них будет прогресс, и им будет нравиться углублять знания, расширять знания в этой сфере. Во-вторых, это, конечно, будет человек, как я надеюсь,
который растет в мультикультурной среде, который знаком с тем, что есть другие национальности, расы, вероисповедания, цвет кожи, и для него это норма, и он уважает другие традиции, праздники и порядки, и это прививается уже с молодых ногтей. Даже здесь я вижу, что есть вот такие вот праздники, да, когда именно они celebrating diversity. И вот это слово, наверное, ключевое сейчас, и о нем везде говорят, и в этом плане британская международная школа, конечно, идет очень много со временем. Надо сказать, что у нас есть с чем сравнить. У нас есть вот этот, который я упоминала раньше, французский лицей, у нас есть американская школа в бэкграунде, и адаптация здесь была самой легкой. Любое погружение ребенка в новую среду – это стресс, даже если он положительный, это понятно, но здесь она была, во-первых, минимальная, во-вторых, не было ни разу, чтобы ребенок, даже такой маленький, сказал: я не хочу идти в школу. Это значит, что ему здесь, опять же, комфортно, ему здесь интересно. И нашим детям не нужна была таковая помощь ассистентов носителей русского языка, потому что у них нет проблем с пониманием английской речи. Но я думаю, что само наличие ассистентов, оно все равно помогло влиться в среду и чувствовать себя просто вот в своей тарелке. Мне нравится, как построена программа. Мы не должны делать домашние задания на выходных. Это очень удобно, потому что мы можем планировать какие-то поездки, отдыхи и, скажем так, это время отдыха. Если говорить про рабочие дни, мы выделяем порядка 20-30 минут для Таи, которая сейчас обучается по программе Year One. Для Софии в Reception не было домашних заданий, но сейчас их ввели, и она, надо сказать, с удовольствием, даже мне сама напоминает, что ей нужно сделать домашнюю работу. Мы делаем ее дозированно, то есть по чуть-чуть каждый день, и систематично, и это дает возможность не перегружать ребенка, и в то же время к концу недели, когда у них происходит некий срез знаний, она полностью готова к нему. Я думаю, что в любом вопросе, который касается детей, я бы посоветовала никогда не базировать свой выбор только на данных интернет-сайтов или на данных рейтингов, потому что, к сожалению, реальность такова, что не всегда они соответствуют действительности. Я бы даже не советовала обращать внимание на то, какое здание школы, какой-то facility, если там 25-метровый или 50-метровый бассейн или какой-то супер навороченный спортзал, потому что это не обеспечивает ребенку, во-первых, комфортной среды, во-вторых, это не обеспечивает глубины знаний и обстановки, в которой он, опять же, может развиваться. Поэтому я бы советовала, конечно же, разговаривать с родителями уже с родителями учеников, которые обучаются в том или ином заведении. Я бы советовала самим прийти поговорить с учителями и посмотреть, как это устроено, потому что театр начинается с вешалки. Также вот британская международная школа, мы приехали летом, и то, как нас приняли, то, как с нами разговаривали, это вот еще раз подкрепило наш выбор, потому что это тоже важно. И здесь совершенно нет какого-то бюрократического, формализованного подхода. И то, как с нами общаются и вся администрация школы, и учителя. Кстати сказать, тоже хотела обозначить тоже отдельно то, как педагоги общаются со своими учениками. Это очень интересный момент, потому что, опять же, я как человек, выросший в русской образовательной системе, привыкла к другой методике общения. Здесь же поддерживается очень такая глубинная, взаимоуважительная связь. И это относится как от ученика к педагогу, так и применяется от педагога к ученику. И вот это очень важно. Это очень правильные такие залоги будущих хороших взаимоотношений. Это вот отличие, наверное, от русской школы очень серьезное.
Я считаю, что в британской международной школе на данный момент прекрасно действительно все. И если спрашивать меня как родителя, я бы не изменила ничего. Я бы пожелала, наверное, держать вот такую же планку. Я пожелала бы того, чтобы об этой школе знали больше, потому что это действительно hidden gem для нас, который мы для себя открыли, который мы советуем всем своим друзьям, которые хотели бы, чтобы их дети не только выучили английский язык, но и обрели вот этот вот опыт обучения как отдельный experience, а не просто уроки английского. Поэтому максимально удачи и процветания.